Привет. Здравствуйте. Да, ну сегодня мы поговорим, да, о событиях, которые с тобой произошли в последние несколько недель. Ты нам расскажешь, как все было, потому что, в общем-то, многие видели фотографии с тобой, видели ту версию, которая подана и на Украине, и во многих странах мира уже. Но она, насколько я понял, не совсем соответствует действительности. Ну, она практически совсем не соответствует действительности. Хорошо, давай тогда начнем с того, что ты представишься, как тебя зовут, кто ты, кем ты была до войны, чем занималась, как оказалась в Мариуполе. Меня зовут Марианна Вишемирская. Я до войны жила в Донецке в военном, в Макеевке вернее. Потом я познакомилась со своим мужем, и мы решили вместе жить, пожениться. И я, собственно, так попала в Мариуполь в 2020 году, перед самым карантином, как закрылись границы на карантин. Затем, мы спокойно жили, все было хорошо, мы планировали ребеночка, мы забеременели. Это долгожданный ребенок был, мы долго и ждали. И потом, конечно, началось страшное. Началась война. Сперва настроения были более-менее оптимистичные, потому что, в Донецке, то, что я видела в Донецке, было страшно, но все равно можно было в большинстве выжить, допустим, в том же центре, окраины в основном. То есть понятно было, где есть война, а где нет. Да, а тут, поэтому мы сильно, по крайней мере, я сильно не переживала, я думала, что сейчас все закончится, и будет все хорошо. Вообще большинство думали, что ничего особо страшного, будет что-то, но что мы это все переживем. Но в итоге, когда начали масштабы нарастать, то, конечно, уже люди начали паниковать, уже выехать невозможно, не выпускали. У нас люди пытались выехать, соседи объявляли, что будет коридор у нас. Они собирались на драмтеатре, чтобы уезжать, а им там говорили, что никакого коридора не будет, езжайте домой. Первые дни выехали больше людей, а в последующие дни уже практически нереально было. То есть у нас многие соседи пытались выехать несколько раз. У них их не выпускали их не выпускали, им говорили, уезжайте обратно, едьте домой, мы вас пропускать не будем. А у кого-то удавалось проскочить, но это было минимально. Друг мужа, у него жена пыталась выехать, и она под Запорожьем взорвалась на мине. То есть ее не стало. То есть через несколько дней после начала боевых действий город, по сути, превратился в такую ловушку, из которой не выпускали. Да, люди не знали, что делать, как им выехать, потому что страшно, везде стреляют, это все громко, непонятно откуда, тем более у людей, которые никогда этого не слышали, они не понимают, что происходит, они не понимают, насколько это далеко, насколько это близко. Прилетает в дома, в машины, и исходящие близко к домам слышно. То есть у людей паника была уже. А расскажи, как ты оказалась в роддоме и почему именно в этом? 6 числа мы уже решили, что нужно идти, потому что у меня уже, вот-вот я на сносях. И мы пришли в роддом, и нас приняли, то есть нам не отказали, мы пришли в 3-й роддом. Поскольку больше идти было некуда, 2-й не принимает, а 1-й роддом, как потом оказалось, это, во-первых, была окраина, мы туда не собирались, а потом девочки с 3-го роддома, которые уже были там, они рассказывали, что они были в 1-м роддоме. Это перинатальный центр, он имеет самое лучшее оснащение по медтехнике, которая может вытягивать грудничков, которым 1,5 килограмма, они помогают им жизнь получить, то есть не умереть. Да, это было самое современное у них оборудование. И потом девочки лежали там на сохранении, они сказали, что сперва им сказал персонал, что их здесь никто не держит, можете домой, кому надо идти. А потом чуть позже пришли и сказали, что их не то чтобы не держат, им нужно выселяться. Персонал. Пришел персонал, но они мотивировали это тем, что сейчас зайдут сюда военные, им нужно здесь обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи есть. Солнечные батареи, которые обеспечивают
бесперебойное электричество. Бесперебойное электричество, совершенно в городе верно. к тому времени... В городе со 2 марта отключили воду, отключили электричество, полностью обесточили. Был газ еще пару дней, наверное, не знаю. И в итоге потом и газ пропал. Ну, ничего совершенно нет. То есть военные оказались важнее, чем женщины, которые лежали в Ну, роддоме? собственно, да, им оказалось важнее. Они переселили рожениц в другую оставшийся единственный роддом. Вот, Где не было электричества? Генератор только. Электричества по всему городу нет. У них только маленький генератор, который работает исключительно на ИВЛ аппараты детям. И подогреть там, может быть, какую-то водичку для детских смесей, потому что если включаешь чайник и его там греешь долго, то выбивает этот генератор. А как вы готовили еду в вашем 3-м роддоме? В 3-м роддоме ребята, которые мужья рожениц и беременных, они оставались в подвале жить, ну, потому что, естественно, никого расселять по палатам не будут. Они жили в подвале и носили из дому, что было, крупы. Люди приносили с окрестностей, то есть жители окрестных домов, они приносили то, что у них было. Вот, и то, что как бы они считали полезным для беременных, могло бы быть. Вот, постоянно вот такая вот гуманитарка, скажем так, но это совершенно... А там я видел, есть печки на фотографиях, на улице готовили? Да, на улице была полевая кухня, которая обоснована была этими же парнями, они из домов, люди выносили, что могли дать нам, ну, им для того, чтобы они готовили. Там был чайник у них, был такой как бочонок металлический, в котором они кипяток грели там и прочее. А военные не помогали едой? Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили, дайте еды. Вот. А им говорят, ну а какой же еды? Ну это все для беременных. Вот. Они говорят, мы 5 дней ничего не ели. Вот. И как бы нам, ну, они говорят, а как же, а ваше руководство? Они говорят, у нас нет сообщения между собой, и нам сейчас ничем не помогают. Вот. И они забрали нашу еду, которую они говорят, ну приготовите еще. То есть они не только не помогали, они еще и забирали? Ну да, они один раз пришли. Они выгнали из оборудованного роддома, где было электричество и хорошее оборудование, а в другом роддоме они еще и забирали. А в другом роддоме, еду. Да, другие военные, они пришли, и, ну, это было однажды, но тем не менее это было, они забрали, ну, все, что, собственно, нам приготовили на этот момент, они забрали, сказали, ну, приготовите еще. Угу. У нас нет возможности Хорошо, питаться. Расскажите про тот день, когда произошел взрыв. Когда произошел взрыв, все было спокойно, это было 9 марта. Мы прекрасно провели 8 марта, нас даже волонтеры приходили, поздравляли с цветами, вот, с тюльпанами. И как бы 8 марта было полностью тихо, мы даже там праздновали, даже в таких условиях. Вот. И потом 9 марта также было тихо, мы даже не спускались, ну как бы желающие, которые, девочки некоторые жили в подвале, они спускались. А так эвакуации даже не было, потому что, ну, никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. Вот. И потом 9 марта, ну, я, честно говоря, не помню, во сколько это было по времени, но это примерно был обед, может, после обеда, послеобеденное время. Вот. Мы сидели, обсуждали пакунок малюка, вот что там внутри, и мы услышали, как прогремел снаряд. Потом, ну, я лично накинула на себя одеяло инстинктивно, вот, и услышали второй снаряд. И в ушах запищало, зазвенело, стекла, ну, я сразу рот открыла, там чуть-чуть частично, у меня маленькая дырочка там была мимо одеяла, мне частично попали стекла, немножечко рассекли нос под губой и вверху. Но это было незначительно, то есть вверху было более рассечено, и оно текло как бы на глаза, вот, на щеку. И когда меня потом осматривали, сказали, что зашивать не нужно, просто рассечение не сильно глубокое, но сейчас все само пройдет. С малышкой тоже все хорошо? С малышкой все хорошо, да. Когда уже второй взрыв прогремел, мы уже поскидывали одеяло, кто скинул, кто началась толкучка, девочки начали выталкивать друг друга, что, возможно, даже, ну, я как бы этого не видела, но мне кажется, что даже многие пострадали именно в этой толкучке, потому что лично меня толкнули, и я животом упала на стекла, но у меня совсем маленькая царапина была, то есть она, ну, только выступила чуть-чуть кровь, но ничего серьезного за собой не повлекло. Я хотела взять еще с собой вещи, но так как нас толкали сзади, то мы вышли, нас эвакуировали в подвал. В подвале были мужья
девочек, которые на этот момент находились на улице. Девочки уже думали, что там никого не осталось, потому что, ну, очень, это все у нас рамы полностью со стеклами и с ненесущими стенами, все повылетало просто в противоположные окна. И когда мы спустились, оказалось, что все ребята остались живы, ну, со слов очевидцев, опять-таки, вот, и они сказали, что первый взрыв прогремел вдали, поэтому они успели с полевой кухни убежать вовнутрь. Они находились под входом во дворе, неподалеку от входа в не женскую консультацию, а в роддом. Вот. И потом пошли обсуждения, что же это было, потому что, ну, там как бы камня на камне, остались только несущие стены, и все. И ребята сказали, что это авианалет, во-первых, мы не слышали. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Те, кто были на улице, они не слышали. Мы, роженицы, не слышали. Конечно, потому что самолеты пролетали над нами. Этого невозможно не услышать даже во сне. А когда ты сидишь среди дня, то, ну, это как бы, насколько бы громко не было, это страшно, это, ну... И ты услышишь что это. Говорили в подвале люди? Сказали, что авианалета не было. То есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали. Они тоже не слышали. Они сказали, что это прилетел снаряд откуда-то с другого места. То есть это не было с неба, то есть вот так вот. И это было не в роддом, это было в территорию между роддомом и женской консультацией где-то. Потому что вся эта территория, были выкорчеваны деревья, были свернуты, как консервная банка, сгоревшие машины, и больше всего пострадало здание женской консультации. То есть оно было более черное, нам повезло, что оно туда ближе прилетело, а не нам, потому что наше здание просто без окон осталось целое, а там... Скажите еще раз тогда, это был тихий день. Да. Среди которого было 2 выстрела. Да, то есть до этого никаких выстрелов 2 дня, но где-то вдалеке, может быть, где-то на окраинах что-то было, но у нас, как обычно, когда мы выбегаем в коридор, либо даже спускаемся в подвал или на первый этаж, 2 дня этих выстрелов не было слышно. То есть было спокойно, и мы уже расслабились. Боев Нет, и после того, как прозвучали эти 2 взрыва, тоже не было больше никаких взрывов, потому что мы, когда спустились в подвал, нас эвакуировали, сказали ждать, потому что раз уж вот так, то сейчас будут продолжать. А мы посидели буквально там 5-10 минут, продолжение не последовало, пришли военные, сказали, что готовы эвакуировать. Вот, можно эвакуировать тех, кто тяжело ранен, если есть такие, и матерей с детьми в первую очередь. Вот. Скажите, а вот эти фотографии, когда они были сделаны? Эти фотографии были сделаны 9 марта, когда я выходила последняя, потому что мне сказали, ничего зашивать не нужно, у тебя сейчас чуть-чуть пройдет кровь, не глубоко, и перестанет. Вот. И я решила, чтобы все вышли, кому хуже, или кому страшно, у кого паника, а потом уже я выйду, потому что я спокойно была. Вот. И я после этого спокойно вышла последняя, уже основная масса девочек все уехали, роженицы и беременные тоже. И я стояла, просила ребят, говорю, поднимите меня на 2-й этаж, у меня там вещи и документы. То есть мне нужно срочно забрать документы, потому что я осталась без ничего просто. Как, собственно, и все. Но, тем не менее, я видела, что это целое. И я потом ждала 15 минут. Он мне сказал, сейчас мне нужно подняться. Вот, и я вернусь. Я стояла 15 минут и рассматривала территорию вокруг, одним глазом. Рассматривала это так сказано. И посмотрела на окна. Вот. А потом я поворачиваюсь, смотрю, стоит военный в каске. Я его рассматриваю, потом у него что-то в руках и такое пушистое. Я поняла, что он снимает. Я его попросила, чтобы он меня не снимал, потому что, мне сейчас не до этого, я не хочу нигде светиться. Зачем оно мне надо? Это не время. Вот. И он мне сказал, хорошо, он отошел. Потом вышел парень, который мне обещал меня поднять наверх, на 2-й этаж. Я его опять словила, говорю, пожалуйста,
пожалуйста, поднимайте. Он, ну хорошо. Мы пошли, забрали вещи с документами, сумки целые оказались под моими кроватями, и пакет, там детский плед лежал в пакете, я его тоже с собой забрала, потому что ребенка потом во что-то укутывать тоже нужно. Вот. И когда мы выходили, на первом этаже опять-таки стоял репортер, тот же самый, и он начал меня снимать. Уже ребята в этот раз начали говорить, что не снимайте, он начал игнорировать, они ему снова повторили, и он как бы ушел. Вот. Скажите, а вы знаете, откуда этот был репортер? У меня муж как бы рассматривал их лучше, потому что они пришли на следующий день. Вот. Он говорил Associated Press. Это иностранная организация, вот, но они да. говорили на русском. Они говорили на русском, у них были каски, у них было что-то написано, но я, честно говоря, даже не читала, но муж прочитал, потому что он на второй день уже был со мной, когда я перешла в другую больницу. Скажите, как быстро они появились после взрыва? Они появились сразу, потому что те фото, которые я увидела, когда я уже попала в спокойную ситуацию, вот, и я поняла, что вообще происходит, сказали, что я на кушетке там с одеялом лежу в другой одежде. Это была не я, это была девочка, которая погибла. Ее выносили первой, потому что она в самом тяжелом состоянии была, и ее ребенка не спасли. Просто ее довезли до больницы, но не выжила ни она, ни ребенок. Там приходил муж, он просто на коленях плакал. Ну, у человека не осталось семьи, вообще ничего. И это была эта девочка, это была не я, меня не переодевали, меня не гримировали. Вот. И потом, значит, они были, как бы, я так полагаю, сразу. То есть, потому что нам 2-3 минуты спуститься в подвал. И еще, допустим, как бы мы там 10 минут посидели. То есть это 12 минут. Вот. И ее уже понесли первую на носилках, ее водрузили на носилки. И как бы ее уже там пофотографировали, получается, в это время от меня. То есть они как бы находились там, я так полагаю. Скажите, то есть самолета не было? Самолета было 2 нет. одиночных выстрела и журналисты, которые появились очень быстро. Очень быстро, да. В связи с этим такой вопрос. Просто поделитесь мнением. Сейчас у украинских военных очень тяжелая ситуация в Мариуполе. Они многократно пытались привлечь к себе внимание. Они делают заявления по всему миру. Есть обоснованные подозрения, что ваш драматический театр в Мариуполе, который является знаковым зданием, был взорван преднамеренно. Распространялась информация о том, что там около 2000 человек погибло в подвале, очень много было. Как вы считаете, возможно ли такая ситуация, что эти выстрелы были провокацией? Я не знаю, как это вышло, но я считаю, что, наверное, на войне все средства хороши. То есть это может быть провокацией? Может быть, конечно. Скажите, когда вы уже были в другой больнице, к вам приходили эти журналисты? Да, я в первый день попала 9 марта туда к вечеру. Нас сначала повезли в хирургию, там нам отказали, потому что они просто физически не смогут роды принять, мы все крайние сроки. Вот, и нас повезли на 17-й микрорайон в больницу. И когда мы приехали, нас определили туда, и я полежала ночь, с вечера я начала схватываться, вернее не ночь, с вечера схватывалась, ночь полежала, и утром меня уже повели на роды. Вот, и я родила, пришлось делать кесарево, у меня не получилось, потому что долго нужно было спускаться. Вот, и хорошо, что оказались врачи. Врач Федор Александрович, он гомеопат вообще, я с ним имела дело когда-то, вот, и он оказался еще и хирургом хорошим. И если бы он не прокесарил меня, то ребенка бы не спасли, потому что я устала, я уже ее вытужить не могла. Она уже как бы была почти, но не получилось. А эти ребята пришли туда потом к вам? Да, они пришли, когда меня прокесарили, уже на следующий день они пришли. И я их увидела, я мужу говорю, это те, которые меня фотографировали, потому что это были те же ребята. И они говорят, мы хотим взять у вас короткое интервью. Я говорю, я политична, я интервью давать не хочу. Они говорят, мы тоже политичны, просто расскажите, как было, как вы видели. Они мне задали вопрос, скажите, когда, что, как. И я сказала, тогда-то, тогда-то. Авианалет был или не было, они спросили. Я говорю, не было, никто не слышал.
слышал вообще, даже те, кто находились на улице. Потом они спросили, были ли войска украинские на территории роддома, в самом роддоме. Я говорю, в роддоме войск не было, а возле территории, я говорю, да, возле территории, через здание, у нас здание роддома, здание женской консультации, которое на фото больше всего показано, оно как бы пострадало сильнее. И потом здание онкологии. Вот там вот здание онкологии, оттуда приходили военные. Вот. И после этого как бы, они ушли, не сказали спасибо, поснимали там еще они еще пару дней ходили волонтерами как бы, по этажам. А как они вас нашли? А я не знаю, как они меня нашли. Они, видимо, приехали в больницу. Скорее всего, они знали, куда нас везут, потому что они в тот же момент находились, в тот день, когда нас эвакуировали, и находились же возле больницы, возле роддома. Вот. И они, скорее всего, сразу узнали, куда нас повезут, приехали целенаправленно. Они пришли в операционную. Видимо, они спросили, потому что девочки наши с 3-го роддома были со мной там же на 6-м этаже в глазном отделении. Они отразили в интервью, что авианалета не было? И я, когда, я же говорю, сейчас буквально попала в условия благоприятные, и я зашла в интернет, я начала искать в первую очередь эти все интервью, я не нашла. Я нашла кучу фейков, как я хлебушек получаю, хотя меня там уже не было на тот момент вообще в Мариуполе, мы уже эвакуировались. И я нашла кучу всего, но этого интервью мне не удалось найти, было оно либо не было, хотя остальное почему-то я нашла, этого я не нашла. Я так полагаю, что либо их не устроило то, что я сказала, и они не захотели это публиковать, либо же оно когда-нибудь будет потом. Но это уже вряд ли, потому что я так понимаю, что интервью выходит сразу. Скажите, вы видели, что случилось с Мариуполем? Как он выглядит? Как это произошло? Я когда... вообще мы лежали в коридоре, у нас кровати были выставлены просто вдоль коридора, и одно окно вдалеке и заклеено пленкой, чтобы не дуло. И потом нам сказали, что можно подняться наверх, на 8-й этаж. И мы прошлись на 8-й этаж. Я сначала обрадовалась, я взяла малышку. Я обрадовалась, смотрю, солнышко, а мы уже почти 2 недели не видели света, вообще не выходили. А потом я начала присматриваться в окна, а там города вокруг нет, больницы. Там стояли 9-этажки на 2/3 сгоревшие. Люди как бы бегали перебежками в основном. И как бы вообще говорили всегда, что возле окон лучше не стоять, но тут уже как бы не предупреждали, видимо, уже было более-менее спокойно. Но вокруг, я не знаю, как это назвать, там ничего уже не было. Там не было домов, там не было людей, там просто все черное стояло. И уже как бы ни радости от солнышка, ничего не хотелось. Скажите, эта война может распространиться дальше? И что нужно сделать, чтобы ее остановить? Если она не закончилась в первые дни, мы рассчитывали на то, что столько переговоров было. Мы каждые переговоры, мы ждали каких-то новостей, что сейчас о чем-то договорятся, что сейчас все наладится. И если столько переговоров не увенчались никакими успехами, то, честно, я боюсь, что все пойдет от Мариуполь закончится, и пойдут, всех остальных ждет то же самое. То есть их детей, рожениц, матерей, стариков, всех. Украинская армия может это остановить? Я не знаю, я думаю, она может это остановить, если они как-то попытаются все-таки выйти на компромисс на какой-то, потому что это страшно. Это страшно, люди живут в других городах, допустим, я рада, что они этого не видят, я желаю всем здоровья крепкого, чтобы они этого не видели, и их дети, чтобы этого не видели. Так, вы немного успокоились. Хотели бы вы сделать какое-то обращение к Зеленскому, к правительству Украины, потому что я думаю, что они увидят, скорее всего, это интервью. Да. Уважаемый президент Украины Владимир Александрович, вы обещали нам, что украинская армия будет и сможет нас защитить, но в итоге город превратился в клетку, и мы даже не можем выбраться оттуда. То есть те, кто сумел выбраться, это большое счастье. Большей части города уже просто не осталось. И также огромной части населения тоже нет. Умирают
жители города, военные с обеих сторон. И люди потеряли надежду на то, что им удастся выжить и выбраться оттуда. Просто хотя бы на секундочку представьте, что украинская армия будет так защищать вас и вашу семью и остальную часть Украины. Пожалуйста, нужно что-то делать, как-то договариваться, искать какие-то компромиссы, потому что это уже невыносимо, на это больно смотреть, там больно находиться, там страшно находиться. Нужно как-то пытаться решить этот вопрос и найти какой-то общий знаменатель.